Друзья, UT8 и UT8 и UT8 Pro на канале Технозон с обзором, наконец-то долгожданный. Это первый Smart TV Box на Rockchip, который действительно сделан качественно, с автофреймрейтом, с True HD звуком и со многими плюшками Югус. Ну, короче, как Югус умеет. Так что на канале Технозон поехали. Привет, друзья, привет! 3568 Rockchip, 64-битный, чистый 64-битный проц. При этом система в данных ТВ-боксах ARM V8 плюс на 64 бита сама система и еще и 64 бита ядро. Это хорошо, это все круто, это мощный процессор. Дело в том, что ни один конкурент не выпустил на этом процессоре TV-Box, то есть те, которые старые 3566, это полное такое, знаете, странное решение было, и никто нормально не сделал. Чем примечательны данные TV-боксы? Ну, во-первых, UT8 это 4х32, конечно же, eMMC, и знаете, как вот они пишут на коробочках, я специально сейчас коробочку возьму, так, eMMC, да, конечно же, DDR, 4-я память, eMMC версии 5.0, вот так вот. Теперь Wi-Fi 6 2х2, проверим. Хотя, вот 2х2, здесь Wi-Fi, кстати, на PCI-Express шине, не на шине USB 3. HDMI 2.1 4К 60 FPS, ну что еще интересного? Да, в принципе, все стандартно пока что, кроме того, что здесь поддержка Vulkan 1.1, OpenGL 2.0, OpenGL ES 1.1 и стоит внутри Mali G52 как видеоускоритель. Чтобы вы понимали, это 4 ядра, 4-ядерный проц по 2 ГГц, и думаю, конечно же, покажем. Он абсолютно одинаков в двух версиях. Он абсолютно одинаков. Разница всего лишь в памяти. И вот здесь я сразу, знаете, буду тестировать конкретно этот TV-бокс, там где 8 на 64. А 4х32 оставлю для отдельного видео. Мы устроим некий баттл между этими двумя ТВ-боксами. Наверное, засунем сюда еще Югус AM6. В качестве операционной системы в данных ТВ-боксах выступает Android 11. Конечно же, Югус постарался, реально постарался. Это первый ТВ-бокс на Rockchip, который я вижу, который вот работает так, как я, допустим, видел бы, как работает TV-бокс. Это 4К HDR, он проигрывает отлично, он имеет Dolby и DTS в пробросе, при этом поддерживает и DTS HD Master Audio и Dolby True HD. У него есть все типы автофреймрейта и максимальный нагрев, который я видел в самой тяжелой игре, это 58 градусов. В тротлинг-тесте это было максимально 56. Тут сразу станет вопрос, чем же они так уникальны, я вам скажу. Дело в том, что данные ТВ-боксы, я вообще бы, вот как ТВ-боксы, тяжело их позиционировать. Это платформа, которая умеет быть ТВ-боксом. Вообще, я прогнозирую, что под него появятся шикарнейшие адаптированные системы типа Linux. Да, вот я знаете, так задумался, я думаю, что на него появится и Linux, и какой-нибудь ELEC, и будет вообще шикарно. Вот серьезно вам говорю. То есть в первый раз кто-то сделал Rockchip так, как он должен работать. То есть я не говорю, что он на текущий момент идеален. Здесь прошивка 1.0.1. Это релизные образцы, это не предрелиз. Я их достал конкретно, выкупил у China Box на Алишке, то есть 2 этих бокса. Что еще интересного? Цена, конечно, не мала. Он стоит примерно столько же, сколько Югус AM6+. Комплектуются они Bluetooth пультами. Вы на распаковке увидите. Прошка комплектуется белым. И, кстати, зарядка у прошки белая. А простой UT8 комплектуется черным блоком питания, 5 вольт, 3 ампера. И я вам скажу, что я на ней делал. Я проигрывал на ней любой тип контента, YouTube 4К 60 FPS HDR, фильмы с HDR 4К, и здесь он корректно работает и корректно переключает автофреймрейт. При этом все типы автофреймрейта. Я проиграл раздачи очень тяжелые, и у меня не возникло никаких вопросов, и при этом нагрев, опять же, не более 58 градусов.
Но я думаю, что эта платформа больше вот для ретро-гейминга, для Android-игр, для Skype, для WhatsApp и для различных мессенджеров, которые вы хотите. Он спокойно съел камеру, при этом он съел камеру даже не обыкновенную вебку, а мы заводили через HDMI грабер мои камеры студийные, Panasonic, он спокойно ее съел, и вы можете устроить целую конференцию, потому что здесь чистый Android 11. Со временем мы выпустим видос, как на него накатить Android TV модуль. То есть, я вам скажу так, платформа новая, прошивка базовая, но то, как он будет развиваться, для меня, откровенно говоря, интересно. Ссылки на него в описании под видео. Но вообще я вам скажу, тут еще один вопрос насчет 64-битной архитектуры. Многие вас спросят, а что это нам даст? Ну, в плане TV-бокса строения практически ничего. У меня была надежда, что заведется Plex Media Server, но нет. Plex, сам по себе Plex работает, а сам медиаплеер, вернее, медиасервер устанавливается, но не стартует на моменте разрешения. То есть, когда ему даешь разрешение на запись и на управление хранилищем, он вываливается в приложение и все. То есть я надеюсь, что это пофиксят. И я думаю, что это проблема самой прошивки Yugus. И если это пофиксят, то Plex Media Server на Yugus UT8 это будет очень круто. И плюс я реально его позиционирую уже как какое-то переходное звено между TV-боксом и мини-компьютером. Это не Android TV решение, это не сертифицированный бокс. Это конкретно вот такое переходное, более универсальное устройство на чистом Android. То есть для общения, для каких-то уже более тяжелых приложений, которые требуют более интересной графики, ну, конечно, Mali G52 это не топ, но это уже не Mali G31, как, допустим, на Yugus AM7 и на различных ТВ-боксах на X4, да, где у нас есть там 905 X4 процы, где есть Mali G31 тот же. Или на том же самом Yugus AM6, там Mali G51. Здесь уже Mali G52, чуть-чуть новее, чем G51, чуть быстрее, чуть интереснее. Поэтому я думаю, что появятся какие-то операционки, появятся. Но на всякий случай ссылочку на Yugus AM6 Plus там внизу под видео. Спойлерить не буду, что будет в обзоре, посмотрите. Мы сейчас перейдем, распакуем и потом уже ждем резюме. Ну а в целом я, конечно же, да, действительно анонсировал Battle. Будем сравнивать различные Yugus именно в этой ценовой категории. Может быть, туда еще Yugus AM7 влупим. Посмотрим. Очень интересно, потому что тестируем мы сегодня конкретно прошку. Вот это мы оставим на потом в батле. Ну а сейчас мы переходим уже на распаковочку и ждем наше резюме. Поехали. Да, конечно, мы его еще и разберем. Так, ну что, подраспакуем. Смотрите, у меня есть одна распакованная UT8 Pro, есть UT8. Комплектность абсолютно одинаковая. Начну с UT8, вернее, продолжу с UT8 и будем сравнивать с UT8 Pro. Хотя будет еще у нас Battle, да, этого всего действия, которое я уже анонсировал. Сам по себе комплект. Ох, и запечатано. Тут все серьезно. Сам по себе комплект, смотрите, две антенны, пульт Yugus, только на UT8 он, именно на UT8 он у нас черненький, а на UT8 Pro беленький. То есть сами по себе UT-шки у нас, смотрите, они практически идентичные. У нас есть LAN RJ45 на 1000 мегабит, 2 USB 3.0, HDMI, SPDIF, есть разъем питания 5 вольт. Здесь у нас есть еще USB 3.0 OTG, USB 2.0, разъем для TF-карт, аудио и AUX-IN. Впереди у нас окошко для ИК-порта. Ну и есть две антенны и включение-выключение самого бокса. Что из себя представляют пульты данных ТВ-боксов? Это пульты Yugus. В UT8 Pro белый, в UT8 черный. Это идентичные пульты, это Bluetooth пульты голосовые с аэромышью, настраиваемой кнопкой меню именно в прошивках Yugus и, конечно же, голосом. То есть это нормально. Блоки питания. Блоки питания у нас, смотрите, что у нас здесь. 5 вольт, 3 ампера. Вот и все, вот и все. Все, в принципе, распаковали. Переходим уже на сам обзор. Обзор будет долгим. Стартовый экран — это, конечно же, прошивка чистого андроида. Но смотрите, что я сделал. Я вывел вам сразу окошко с информацией температура, частота процессора, загрузка памяти и сеть. Здесь мы будем сравнивать, только здесь сеть сейчас байты в секунду, но мы потом еще поклацаем с вами.
Идем в настройки. Сразу интересуют настройки. Конечно же, 5 ГГц у нас поднялось. С аккаунтами тоже вопросов не возникло. И у нас в пультах, смотрите, сейчас подключен вот такой вот комплектный пульт от Yugus UT8 Pro. Ну, это обыкновенный Yugus пульт с аэромышью и голосом. Давайте об устройстве. UT8, модель 11 Android, версия прошивки 1.0.1, поэтому вы должны понимать, что она только будет развиваться. То есть конечный набор функций, он будет изменяться. Ну, реально будет изменяться. Во-первых, добавится самбо. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Язык нас не интересует, входы и устройства. HDMI цик. Включает, выключает, управляет громкостью. Абсолютно работает. Есть менеджер кнопок для ремаппинга кнопок, допустим, Bluetooth пультов, для любых пультов и геймпадов. Есть у нас работа по кнопке меню. Например, одиночное нажатие мы можем с вами, смотрите, что мы сделаем. Мы можем сделать, показать окно недавних приложений. Итак, на кнопку меню, которая есть в этом пульте, можно сделать до 4 действий различных. Ну, вот смотрите, мы сейчас нажмем на кнопку меню, и у нас появились меню недавних приложений. Кстати, видите, сколько тут всего интересного у меня было. То есть все это работает. Также у нас есть варианты управления мышью. Ну, то есть, видите, крупный указатель мыши, мелкий указатель мыши. Можно сократить время отображения указателя, использовать правую кнопку как кнопку назад. Это для различных пультов и для простой мыши, то есть такое тоже бывает. USB, у нас режим OTG стоит, мы задаем режим host для того, чтобы USB работал именно как USB. В экран и звук, разрешение у нас поддерживается от 720p до 4К 60 Гц, при этом есть поддержка 24 Гц. У нас есть такая штука здесь, как размер буфера кадра. О чем идет речь? При размере буфера 3840 на 2160 интерфейс будет выглядеть четче. Это то, о чем говорится, что до Android TV 12, в котором наконец-то сделают 4К интерфейс, это позволяет делать вот пока что только вот такой вот Yugus. И этот размер буфера кадра появится только в том случае, если вы подключаетесь к 4К телевизору. На 1080p его не будет, потому что он не поддерживается, скажем так. Ну и также традиционно мы здесь можем заблокировать интерфейс Full HD в случае, если мы переключаемся с автофреймрейтом на 4К, то есть этот вариант тоже возможен. Цветовой режим, у нас есть выбор различных цветовых режимов, в настройках изображения абсолютно все работает, можно подрегулировать яркость, контраст, насыщенность и тон, можно увеличить резкость, можно это все обратно сбросить, то есть здесь это все работает. Также можем отрегулировать размеры положения, задать ориентацию экрана, то есть горизонтальная, вертикальная, перевернутая, ой-ой-ой. Не, нужно вернуть на горизонтальную обыкновенную, то есть здесь тоже для работы с приложениями, которые не ориентированы под планшетный режим, это подходит. Автоматический подбор частоты. У нас работает любой тип автофреймрейта в данной приставке, то есть он работает и через AFR Calc, это когда вы ставите на кнопку режим AFR Calc, когда вы нажимаете кнопку, он переключает частоту под тот контент, который сейчас воспроизводится. Также у нас работает конкретно автофреймрейт через API от Google и автофреймрейт от самого Yugus, который меняет и частоту экрана, и разрешение в зависимости от того контента, который проигрывает. То есть здесь как традиционно у Yugus, один из самых правильных автофреймрейтов. В расширенных настройках звука мы можем с вами выставить форматы, которые работают, и, честно вам скажу, они работают все, но обязательно проверим. Также выбираем, через что мы воспроизводим, через HDMI или через SPDIF. Панели интерфейс. Системные панели мы можем показывать, можем скрывать. Ну, давайте статусную мы скроем, потому что у нас все равно слева есть панелька плавающая. Показывать навигационную панель, скрывать, разрешить вытягивание. Это в случае с установкой Android TV интерфейса очень удобно, когда вы превращаете его полностью в ATV интерфейс. Окно недавних приложений. Это имеется в виду, если мы 2 раза нажмем на домик, то у нас появляется окно недавних приложений, которое можно кастомизировать под определенный вид. То есть мы здесь можем размер плиток указать, размер плитки без фокуса, расстояние между плитками и циклическую прокрутку. Также можем настройку фона сделать. Информационная панель, это вот именно вот эта панель, которая у нас есть слева. Вот я ее подтягаю немножко. То есть здесь вы можете задать и IP-адрес, и MAC-адрес, и температуру, и режим экрана, и цветовой режим HDMI, и аудиорежим HDMI, и время работы, и состояние суперпользователя. Короче, прям,
Можно все-все. Настройки главного экрана. Здесь вы можете выбрать лончер. Давайте выберем LiveOS. Я его уже устанавливал до этого. Хотя, может быть, он и не заработает. Здесь выставляем голосовой поиск, который мы проверим немножечко позже. И анимации. Мы можем с вами играться со скоростью анимации. Также в разделе питания у нас есть не выключать экран, режим энергосбережения, действие кнопки питания и таймера и будить от движения. Например, вы трогаете мышь или другое устройство, он будет будить приставку из сна. Хранилище. Ну, у нас здесь, само собой, 64 хранилища. Есть суперпользователи через Magisk. Работа Google Ассистента регулируется. И больше, в принципе, ничего. При нажатии на дополнительные настройки мы уваливаемся в настройки чистого Android. Также мы видим, что это 3568 платформа UT8. Но это Pro версия 8 на 64. Есть у нас Bluetooth, за отображение отвечает Mali G52. Вот это хорошо, потому что можно поиграть в какие-то Android TV игры, либо игры для, скажем так, чистого Android с ремапперами. Смотрите, у нас разрешение экрана задано здесь 3840 на 2160. То есть здесь мы видим разблокированное разрешение интерфейса 3840 на 2160. Mali G52, хорошо. У нас есть Connect в скорости связи 1200 мегабит. Это Wi-Fi 6 модуль, но я сильно сомневаюсь, что вытянет он вообще больше там 400 мегабит, потому что, хотя здесь PCI-Express, сейчас посмотрим однозначно. Дальше, Android 11. Но вот именно прошивочка нас интересует, потому что здесь архитектура ядра 64 бит. То есть мы смотрим, здесь у нас, смотрите, набор инструкций 64 бит ARM V8A, и это не все. То есть здесь не только именно работает процессор в 64-битном режиме, у нас и ядро, и само по себе ядро, где у нас тут, и само по себе ядро, вот, пожалуйста, смотрите, вот, тоже 64-битная. Насколько это хорошо или плохо, насколько это повлияет в быстродействии, это тоже вопрос такой. Теперь, соответствие датчиков температуры 41 градус совпадает. Ну, из кодеков могу сказать, что у нас здесь ничего нет экстраординарного. Мы можем с вами проиграть YouTube 4K 60 FPS в HDR. И, конечно же, AV1 кодека здесь нет. Давайте, меня прям спид-тест хочется попробовать. Нажимаем начать, тестируем 5 ГГц, подключены к роутеру AX6000, и вот здесь вот у нас 319, 320. Я вам скажу, этот результат уже у меня не первый, потому что я до этого делал тест на Asus AX82 на 6 гигагерцовом, на Wi-Fi 6, и здесь вот 328 на 411. То есть это как стандартно у всех ТВ-боксов. А вот мы и вышли, кстати, в лончер, который я устанавливал, LiveOS. Переключимся на 2,4 ГГц. Через Double Tap возвращаемся удобненько и стартуем 2,4 ГГц. Интересно, 2,4 у нас показывает, ну, очень хороший результат на самом-то деле. 70-80 мегабит для 2,4, даже 87-90 мегабит почти. Это хороший результат. Сейчас подключим LAN RJ45 кабель, обыкновенный сетевой кабель, и посмотрим здесь гигабитный LAN, тоже проверим. Для 2.4 неплохие сетевые модули, неплохие. Для 2.4 я вам скажу, очень даже неплохо. Подключаем сеть, так, включили, и тоже стартанем. Ну и здесь ожидаемо гигабит, то есть на загрузочку у нас сейчас 900 с чем-то, и на выгрузку у нас 634. Решил перетестировать 5 ГГц и получил больше 400 мегабит. Ха-ха-ха-ха. Вот так вот, 420 на 470. То есть, ну, все-таки больше 400. То есть я как бы сразу посмотрел, ну, решил сменить провайдера, потому что не могло быть до 400. Давайте еще раз стартанем. Мне прям вот нравится, как работает сеть. Да, 5 ГГц не меньше 400 мегабит. Поэтому я думаю, что со временем будет все еще интереснее. Хорошо, с сетевыми возможностями разобрались. Стартанем теперь тротлинг-тест. Посмотрим, что получится. Ну что, ребят, будем останавливать. Смотрите. У нас больше 55 градусов не грелся он. Ну, так как у нас тут реклама, была. Это абсолютно идеальный тротлинг-тест. Вот эти провалы — это артефакты
и максимальная температура была 56 градусов. То есть, блин, он отлично это дело проходит. Единственное, что сам по себе тротлинг-тест не оптимизирован, конечно, под данный ТВ-бокс и под данную платформу, поэтому он вываливается и с артефактами. Но для меня было важно, я сидел и смотрел в это окошко, могли видеть весь тест, и частота в мегагерцах не падала ни на секунду. То есть у нас не было, то есть когда менялась реклама, могло что-то скакнуть, но у нас данная приставка вообще не тротлит. Если посмотреть на результаты игровой производительности, то Ice Storm Extreme это 8023 балла и Ice Storm Unlimited максимум. Кстати, Ice Storm Extreme 8023 балла это вкрайне плохо, это поинтереснее, чем Yugus AM6 в плане именно игровой производительности. Если говорить о тесте Antutu, то это 136 тысяч баллов. Это вот, знаете, как клон Yugus AM6 плюс, короче, не знаю, мне аж интересно получилось. То есть такие тесты достаточно высокие показатели именно для ТВ-боксов. Некоторые там, вот сейчас смартфоны перешагивают уже миллион, а для ТВ-боксов не надо. Тут для воспроизведения мультимедийного контента достаточно вообще ниже сотки, но здесь выше. Давайте переключим на стандартный лончер, потому что LiveOS пока не настроишь, им пользоваться, откровенно говоря, достаточно тяжело. Конечно же, 64-битная архитектура мне принесла, знаете, такие надежды на то, что здесь поднимется Plex сервер, потому что Plex, именно сервер был 64-битный, и именно на сервере можно было пробовать поднять сервак на этой приставке. Давайте попробуем сейчас зайти именно на Plex Media Server. Так, нажмем установка Plex Media сервера, и, к сожалению, знаете, что происходит? Когда я стартую Plex Media сервер, он вот так вот у нас, то есть он не хочет у нас работать в плане того, что он не хочет инсталлироваться, он постоянно в установку. Ну ладно, есть как есть, что мы ничего с этим поделать не можем. То есть нас все равно выкидывает. Не запускается Plex Media сервер. Это я для тех, кто планировал, скажем так, при получении 64 бит получить Plex Media сервер. Подключаем с вами SSD диск, потому что мы начинаем тесты уже мультимедийные, именно для мультимедиа тесты. Так, что же у нас тут есть? Экзоплеер мы тестировали, Dolby Vision, конечно же Dolby Vision здесь нет, поэтому на этом мы не останавливаемся, но вы должны это себе запомнить, чтобы потом в комментах не писать, а Dolby Vision есть? Нету здесь Dolby Vision. Сейчас мы попробуем подключить веб-камеру для того, чтобы, ну если уже чистый Android, много памяти, и для общения через различные мессенджеры. Я сейчас даже такую достаточно тяжелую смотку сделаю, в том плане, что это будет наша студийная камера, одна из студийных камер. Так, она включена. И через через видеограбер, если приставка это будет поддерживать, то это еще и, знаете, такой себе стрим-девайсик получается, для общения получится. Ну что, попробуем. Давайте откроем камеру. Далее разрешаем. Оу, здорово, бандиты. Слушайте, ну круто. То есть у нас работает, знаете, кого я вам сейчас покажу? Я вам сейчас покажу Анчоуса. Анчоус на своем рабочем месте в студии Технозон. Вот это, кстати, зашибись. Опция Android TV устройство такое хрен поддержит. Это прям порадовали. Закрываем, то есть вы сюда можете спокойно установить Skype, установить мессенджер, особенно чистый Android, и общаться. То есть камеры он спокойненько держит. Теперь мы должны с вами протестировать голос. Аватар. Так, аватар найден он в лампе, ну, то есть, в общем-то, найден в нем. Голосовой поиск в данной приставке работает, то есть, это хорошо. Работает голосовой поиск от Yugus. Для трансляции экрана различных смартфонов можно использовать AirScreen, который здесь есть прям в прошивке. Либо же у нас есть Wi-Fi дисплей приложение.
Это для подключения именно как по скринкасту. Это Miracast по сути. Это по сути Miracast. Это не Chromecast, не путайте, Chromecast здесь нет. Следующее, что мы с вами тестанем, это проигрывание жесткого диска и звук. Я здесь, кстати, слушал, смотрите, видите, файлы DTS. Это я слушал на своем ресивере дома музыку в DTS формате. Он ее спокойненько воспроизводит при наличии ресивера. Но нам здесь необходимо для обзоров тесты делать, поэтому поехали. Для начала тестируем Dolby Digital Plus. Он его спокойненько переживал и спокойно воспроизводит. С Dolby Digital Plus все в порядке. Dolby True HD тоже работает. У нас появляется на ресивере Dolby True HD. Теперь DTS 5.1 ядро спокойненько появляется. И DTS SFX Long Lossless. Сейчас посмотрим. Да, тоже есть. То есть у нас есть DTS HD Master Audio, у нас есть Dolby и Dolby True HD. Это плюс. Способность телевизора, вернее, способность ТВ-бокса проиграть очень тяжелый фильм, например, 80 гигов, 4К, 60 FPS HDR с внешнего носителя проверяем. Это фильм тестовый. Мы его приобрели, поэтому, дабы правообладатели не зверствовали. Это всего лишь показывается для оценки возможности данного устройства, не более, не менее. Пробуем перемотать, то есть он сейчас запустился отлично, пробуем перемотать, и он спокойно работает. То есть мы делаем выводы, что пока что максимальный фильм на для данного ТВ-бокса это 4К 60 FPS HDR. И HDR у него тоже работает отлично. Следующий момент, который мы с вами пробуем, да, еще же автофреймрейт срабатывает. Мы с вами смотрим фильмы с правильной частотой, с правильным разрешением. То есть если мы даже перейдем с вами в Vimeo Media Player, смотрите, зайдем в опции и в диагностику, то мы увидим с вами все поддерживаемые частоты. Сейчас HDR дисплей не подключен, HDR я тестировал на телевизоре с HDR. То есть мы видим, что здесь у нас есть поддержка и дробных частот, и 23976, и 24 кадра. То есть здесь есть полный автофреймрейт. Что касается YouTube, тут все просто. YouTube работает 4К, 60 FPS, HDR, тут YouTube пашет. Давайте включим с вами какой-нибудь мой ролик, выведем диагностическое окошко и увидим, что работает 3840 на 2160 60 Гц. То есть сейчас цветовое пространство BT709, но при подключении к 4К телевизору HDR появляется BT2020, вернее с BT2084 цветовое пространство BT2020. То есть спокойно он воспроизводит данные ролики без какой-либо запинки. Давайте попробуем. Дикую реку он тоже таскает вообще просто-запросто. Поэтому у меня вопросов по YouTube к данному ТВ-боксу нет. Конечно же, должны с вами попробовать 4К IPTV. Обязательный тест, который мы делаем для всех ТВ-боксов, потому что если он не воспроизводит 4К IPTV, который я смотрю то он не воспроизводит ничего. Это, по крайней мере, в моем понимании так. Здесь он 4К каналы воспроизводит отлично. Вот вы знаете, что самое интересное? Температура. Меньше 50 градусов при проигрывании тяжелого контента, это как бы уже показатель. Это то, что можно сделать максимум, какой максимум можно выжать из рок-чипа. И 3568 еще ни один производитель ТВ-боксов не решался делать на нем какой-то такой момент. Давайте пробовать тяжелые фильмы с раздач посмотреть. Это тоже мы делаем сугубо в информационных целях, дабы посмотреть, на что способна данная приставка. Давайте какой-нибудь тяжеленький фильм в 4К посмотрим. Главное, чтобы были большие раздачи. Попробуем 46-гиговый момент на раздаче. К сожалению, показать, через что я проигрываю, не могу. Мы показываем всего лишь возможности ТВ-боксов. А как настраивать, это уже там канал Флибустьеры. Ищите. Так, пробуем через Vimeo Media Player. Заработало, при этом практически мгновенно. Слушайте, а быстренько работает. Загрузка проца 39, 46, 45%. Самое интересное, память не загружается больше 4 гигов. То есть 8 это разве что для игр получается. То есть работает. Давайте я перемотаю куда-нибудь на серединку, для того, чтобы мы понимали, насколько он хорошо перематывает. Пробуем. Перемотала, буфернула и пошло проигрывать дальше. Работает.
Работает, да? Мы видим скорость сети в мегабайтах. Это, кстати, для тех, кто не знает, это умножается на 8. То есть эта цифра умножается на 8. Так, дальше. Дальше. Что нам дальше? А дальше, ну, здесь все в порядке. Можем выходить и пытаться понять, для чего же нам еще 8 гигов понадобится. Конечно же, для игр. Давайте. Насчет Genshin Impact. Если кто-то думает, что 64-битная платформа подойдет под Genshin Impact, то он ошибается. Хотя это один этих ТВ-боксов, которые могут запустить Genshin Impact всего лишь один, и этот ТВ-бокс, надо обновить. Потому что на Nvidia Shield, хотя и есть 64-битная архитектура, но там тупо нет памяти для загрузки Геншина. Здесь только кэша больше 14 гигов, а в Nvidia Shield его 16 гигов вообще доступно, меньше 14. То есть здесь, конечно, достаточно памяти, но сам по себе Геншин, я вам сейчас покажу просто, как он работает. Примерно вот такая вот фигня. То есть все черное и все тормозит. Поэтому Геншин здесь играть точно нельзя. То есть видите, здесь даже не полностью прорисовываются текстуры. То есть все это висит очень некрасиво. Поэтому я вам скажу так, что я в это Геншин вообще не рассматриваю для игр на данном ТВ-боксе, хотя он ее запустить может. Если говорить о таких тяжелых играх, действительно, допустим, Shadowguns Legends это тяжелая игра для Android TV боксов, или для Smart TV боксов, то он тоже с этим справляется отлично. То есть, как вы видите, спокойненько я играю и никаких вопросов нет. Потому что нагрев у меня всего лишь 57 градусов. 57, мать его, градусов. Это вообще достаточно низкий показатель, один из лучших, который я вообще видел на рынке на стоковом охлаждении. То есть здесь не надо вообще колхозить охлаждение. У меня, честно вам скажу, такое мнение сложилось, что вот ТВ-бокс получился, как это на русском языке сказать, спорный. С одной стороны, есть неприязнь к рок-чипам, с другой стороны, компания Югус, из-за чего неприязнь к рок-чипам? Потому что никто никогда нормально не реализовал охлаждение, никто никогда не реализовал автофреймрейта и тому подобного. Давайте сейчас здесь кое-что возьмем, переставим. 57 градусов с AFR. А вот здесь вот смотрите, в чем фишка. Здесь уже у нас больше 4 гигов вместе с игрой прожрало, 4,45. Интересный момент. Но слушайте, хорошо, есть у нас такой момент, как игры под АТВ, но 64 бита идеально подходит конкретно для чего? Для эмуляторов. Для эмуляторов PS, для эмуляторов PSP, слушайте, вообще отлично работает. Для эмуляторов PSP, и давайте, наверное, сейчас с вами запустим какой-нибудь из таких эмуляторов. Да, Code Mobile здесь тоже работает просто-напросто зашибенно, если вы там хотите поработать, поиграть с ним. И через ремапперы я играл в Warships Blitz. Так, дальше. И здесь мы будем использовать с вами RetroArch. Или Arch, RetroArch. Короче, попробуем сейчас с вами какую-нибудь игру. Оба-на! Star Wars Battlefront 2. Это PSP игра, и в принципе, вот знаете, как для эмуляторов это вообще идеально. Я, конечно, прогнозирую, что под данную приставку появится огромное количество различных моментов, типа Linux и тому подобного. Так, press start to begin. Давайте. Новая. О, да! Слушайте, вообще прикол. Я, правда, не настроил правый стик. Это все мелочи жизни. Тихо. Всем стоять. А как стрелять вообще? Так, надо найти, как стрелять. Все, я нашел кнопку. Ну и меня уже приколопуцали. Работает, слушайте, вообще. PSP игры. Так, кого-то мы тут выберем. Сейчас мы кого-то убьем и следующую игру запустим. У нас еще много с этим боксом нужно сделать. Да что это такое? Мне не нравится Star Wars Battlefront 2. Вообще никак не нравится. Но это все для любителей именно старых ретро-игр. Spider-Man. Кто играл в Spider-Man в свое время? Уху! Так, с кем-то я тут должен поболтать. Главное, что это все на русском языке. Диалоги. Не хочу я диалоги. Оп! Слушайте, классная игруха. Вообще на PSP-шке она мне нравилась очень сильно.
Да, в общем-то, слушайте, ну, с эмуляторами здесь, конечно же, будет все отлично. 64-битное ядро и достаточно хорошая производительность. Закроем приложение. Ну что, потестили. Давайте разберем его и посмотрим, что у нас там внутри есть. Само собой, антенны. Это мы с вами понимаем. Смотрите, весь в металле. Сейчас мы снимем ноги. Так, ноги сняли. Под последней ногой ничего не было. И под этой нет. Здесь три контакта. Отвертка разряжена. Так, один есть. Второй есть. И третий есть. Так, снимаем крышечку. Крышечка с пылевой сеточкой. С антипыльничком. Это хорошо. Что мы здесь видим? Модуль AP8275P. Это Wi-Fi модуль. Две антенны у нас. Тоже тут неплохо. Так, разбираем дальше. Так. Вскрыли. О, вот за счет чего мы получаем вот такое вот классное охлаждение. Здесь очень крутой радиатор. Очень крутой радиатор. Слушайте, что здесь у нас? Ну, хранилище я вижу. Ну, покажи поближе хранилище. Ну вот. Зумом приближаем. Чтобы ребятам было видно, что здесь за хранилище. Хорошо. Давай еще покажем. Блин, память под радиатором, да? Очень хорошо, что память под радиатором на самом-то деле. Батареечка есть, видели? Память спрятали под радиатор. Покажу вот эту микросхему. Все, стоп. Теперь пробуем отстегнуть радиатор. Вот таким вот образом. Смотрим. Давайте. Это ROG-чип 3568 и память, пожалуйста. Вообще очень интересно сделаю. Смотрите, а ну сюда еще покажи. Я думаю, что это будет очень неплохой мини-комп в плане того, что это сюда придумают Linux. Не придумают, а портируют, сделают. В целом достаточно неплохо. Переходим на резюме, ребята. Выводы. Я вам скажу так. Для меня платформа нова. Я, конечно, пока что, я боюсь ROG-чипа, но я вам скажу, что он выполнил все те задачи, например, которые может выполнить обыкновенный Yugus AM6. Допустим, без плюса. Ну, плюс, допустим, заточен немножечко лучше в прошивке, но вот эта штука, она будет развиваться. Не знаю, насколько будет уже обновляться на Yugus AM6+, будет, я думаю, что... Но если не учитывать Dolby Vision, то вот эта штука, она работает примерно так же. Я особой разницы вообще не увидел. То есть то, что здесь 64-битное ядро, ну для чего 64 бита? Ну опять же, для каких-то приложений, которые будут в будущем, для Kodi 64, Plex на нем не поднялся, Genshin нормально не заработал. Тут тоже такой вопрос. Но в целом, как TV-Box, эта платформа работает. Я могу вам сказать, что если вы хотите нечто мощное с большой памятью именно для чистого андроида, то это классное решение. Особенно я почему акцентировал на камере, да? То есть потому что в данном решении можно сделать то, что это такое более универсальное устройство. Более универсальное, которое обладает свойствами уже какого-то мини-ПКшки какой-то, знаете, на андроиде. И я вот очень сильно жду на него, конечно же, Linux. Вот Linux на нем был бы просто идеален. Особенно просто на ROG-чип платформу есть классные порты Linux. Изначально ROG-чип выпускался как мини-компы, да, вот мини-платформы. Поэтому мы сейчас его именно рекомендуем для тех, кто хочет морочиться с чистым андроидом, вот со всеми его прелестями. Все, что он может, я вам показал, а уже решать вам. Но ссылки на Yugus AM6+, я на всякий случай там внизу под видео разместил. До скорых встреч, пока. С вами был Баба.